Все любят кошек, не правда ли? Дикие кошки грациозны, сильны, умны, красивы и вызывают уважение и вежливое нежелание познакомиться поближе. А что делать котику со странностями? Правильно, брать, так сказать, умом, сообразительностью и напористостью. Вот примерно так наш сегодняшний герой поступает. Да, она кошка, но не простая. Ее полноправно можно назвать парадоксом кошачьего племени. Она бунтарь, правила не для нее. Причем это касается в ней всего. От носа до кончика хвоста, от генетики до характера. Итак, встречаем кошечку, не похожую ни на одну другую. Ягуарунди. Ягуарунди, гата муриска или эйра. Вид диких американских кошек, на сегодняшний день состоящий из 8 подвидов. И она совсем не походит на пуму, свою ближайшую родственницу. Мало того, что эйра мелкая, всего 35 сантиметров холки и 9 килограммов веса, против 80 сантиметров и 110 килограммов у пумы, так они еще и выглядят странно. Издалека их вообще можно перепутать с куницами. У кошечек длинное тело на коротких лапках, маленькая головка и круглые ушки. Пародия на кошку, одним словом. Но если увидишь такую пародию в деле, охота шутить сразу отпадет. И станет ясно, почему ягуарунди еще называют мини-пумами. Они и вправду в прямом родстве с этими роскошными красавицами. Но вот с генетической родословной ягуарунди связана одна загадка, над которой бьется не одно поколение ученых. Нигде, кроме Америки, эти вытянутые в длину котейки не водятся. И по идее, по хромосомному составу от других малых кошек упомянутого континента отличаться не должны. И тем не менее, у европейских кошек 38 хромосом, а у американских 36. Но ягуарунди и тут надо было выпендриться и отхватить себе лишнюю парочку хромосом. У ягуарунди 38. Благодаря сочетанию полезных навыков усатые обосновались сразу на 2 материках. Они почти полностью заселили Центральную и Южную Америки, но на большей части Северной их не встретишь, что довольно необычно, ведь их далекие предки пожаловали на новый свет через Берингов перешеек, ныне затопленный. Ягуарунди обитает от юга Техаса до севера Аргентины. Она встречается в джунглях, в саваннах, в кустарниках и даже недалеко от поселения. Но из-за скрытного образа жизни ее почти никто не видит. Это одна из самых невидимых кошек мира. Даже в местах, где их много, люди их почти не замечают. Как мы сказали, всего насчитывают 8 подвидов ягуарунди. А вот с видовым делением киса ученых опять-таки долго водила за нос. Уж больно резко они различаются окрасом, поэтому их долгое время на полном серьезе делили на 2 вида – рыжий эйра и пепельно-серый ягуарунди, пока не обратили внимания, что в одном помете котятки могут попадаться вполне себе разномастные. Тогда ученые немного успокоились и оставили один вид. Окрас у ягуарунди на фоне остального кошачьего племени тоже необычный, без примесей светлых оттенков. Они окрашены вполне себе равномерно. В принципе, это логично для существа, которое предпочитает охотиться в густой растительности. Но ягуарунди не была бы ягуарунди, если бы и тут не выступила с протестом. Охотиться ночью? Нет уж, днем. Нам скрывать нечего. Они активны с рассветных сумерек и до заката, а пик охоты приходится на полдень. Таким образом, эйры избегают встречи с более крупными родственниками. Когда просыпаются пумы, наши герои уже сладко спят в укромных местечках. Стелиться по земле, сидя в засаде? Нет уж, мы часами будем сидеть столбиком на хвосте. И не важно, что так сидят суслики и сурикаты. Не пойдем на поводу у большинства. Кстати, охотятся ягуарунди на все. Вот вообще. Большинство кошачьих – облекатные хищники. Их рацион более чем на 90% состоит из свежепойманного мяса. А вот любимое блюдо ягуарунди – это ешь что дали. Но одно условие – это все по весу не должно превышать примерно килограмм.
тяжелее им уже не утащить. А все, кто ниже этого порога, становится добычей не по росту агрессивных котиков. Они даже птиц свистом приманивают, могут воспроизводить звуки леса. Не на уровне попугаев, конечно, но птицы вполне себе верят. Ягуарунди умеет издавать до 13 разных звуков, от щебета птицы до короткого лая. Она мурлычет, шипит, стонет, визжит и зовет, как будто подражает другим животным. Такой репертуар встречается не у всех, даже среди крупных кошек. В общем, с учетом того, что ягуарунди плавают прекрасно и прыгают высоко, и фруктиками не брезгуют, и на фермы отлично забираются. Рацион у них разнообразный, обширный и питательный. С фермами, кстати, отдельная история. С одной стороны, считается, что благодаря таким универсальным охотничьим навыкам коты с телом такс были едва ли не первыми изо всех прирученных домашних кошек в истории. А с другой, в современных хозяйствах против ягуарунди развернута настоящая борьба. Вероятно, в южноамериканском фольклоре, по аналогии с нашими русскими сказками, доверчивых петушков и курочек утаскивала бы вместо лисицы именно ягуарунди. Труженики птицеводства, как вы понимаете, от этого не в восторге. Вот и гоняют кису как могут. Правда, не очень успешно. Территорию влияния ягуарунди делят и держат строго, охраняя свои границы и оставляя на окрестных деревьях девиз «Враг не пройдет». В период размножения девиз этот, правда, меняется. За истинных спортсменок и просто красавиц у самцов бои идут не на жизнь, а на смерть. Беременность у гата-муриска длится примерно 75 дней. А на свет появляется всего от 1 до 4 котят. С 3 недель самка будет приносить им полупридушенную добычу и учить малышей охотиться. В 6 недель дети уже полностью перейдут на твердую пищу, но еще останутся с матерью. Полностью взрослыми и самостоятельными усатые считаются с 2 лет, как раз ко времени полового созревания. В неволе эйры живут до 15 лет, в дикой природе меньше. Но насколько меньше, мы не знаем. Эти животные не любят общаться и не любят, когда за ними наблюдают. Природных врагов у ягуарунди немного. В основном более крупные хищники, от которых умная сарделька предпочитает убегать, нежели связываться. Да и вообще вымирание им не грозит. И даже особая охрана не требуется. Ягуарунди процветающий вид, существующий в гармонии с природой и самим собой, что доказывает, что для обладания вышесказанным не обязательно обладать выдающимися внешними данными. Главное — это волевой характер. Однако из-за вырубки лесов, охоты и фрагментации среды обитания ягуарунди постепенно исчезают. В Аргентине, на юге Бразилии, в Техасе и Уругвае она уже исчезла из многих регионов, где раньше была обычной. Проблема в том, что за ее исчезновением никто не следит. Она слишком скрытная, чтобы за нее всерьез взялись. А вам нравится такая необычная кошечка? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!